Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить дряблую, увядающую кожу всего лишь одной заготовкой, которую вы можете приготовить самостоятельно в домашних условиях. На основе этой заготовки можно сделать огромное количество масок, и как это сделать, сегодня я вам покажу. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Эта маска отлично уплотняет тургор кожи, улучшает регенерацию клеток кожи, дополнительно питает и в момент подсыхания дает подтягивающий лифтинг-эффект. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Также для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся обычные простые компоненты. Возьмите морскую соль. Если у вас нет морской соли, для сегодняшней маски подойдет обычная поваренная пищевая соль. Также нужно взять 1 чайную ложку соли. Соль хорошо подлечивает кожу, хорошо уплотняет, улучшает тургор кожи и дает очень хороший цвет лица. Если у вас соль крупного помола, то перемелите ее в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Для того, чтобы не травмировать кожу, используйте соль очень мелкую. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Можно использовать уже готовую рисовую муку. Также рисовую муку вы можете сделать самостоятельно. Возьмите белый рис, перемелите в кофемолке до муки и используйте для приготовления домашних масок. Возьмите также 1 чайную ложку рисовой муки. Муку возьмите без горки. Смешайте все сухие ингредиенты. Смешайте все сухие ингредиенты. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится желатин. Желатин – это природный коллаген, который отлично улучшает состояние кожи, уплотняет ее, улучшает цвет лица, убирает даже самые глубокие морщины. Возьмите также 1 чайную ложку желатина. Если у вас желатин крупный, желательно его также перемолоть в кофемолке. Процесс приготовления домашней маски будет более простым. И также тщательно смешайте все сухие компоненты, чтобы они равномерно распределились. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно смешивайте компоненты и соблюдайте порядок добавления ингредиентов. На основе этой сухой заготовки вы можете сделать несколько масок, которые подходят к вашему типу кожи. Эту сухую заготовку можно хранить неопределенное количество времени и использовать по мере необходимости, добавляя компоненты в зависимости от состояния вашей кожи. И давайте приступим к приготовлению сегодняшней маски. Кстати, сухую заготовку лучше всего хранить при комнатной температуре в закрытом виде в сухом помещении. Возьмите дополнительную чашечку и приступаем к приготовлению сегодняшней маски. Нужно взять 1 чайную ложку сухой заготовки. Заготовку возьмите без горки. Добавьте в сегодняшнюю маску сок алоэ. Сок алоэ отлично увлажняет кожу, хорошо взаимодействует с предыдущими компонентами. Также можно использовать гель алоэ или алоэ веры. Если у вас гелевая плотная основа, слегка разведите гель водой комнатной температуры и используйте этот состав для приготовления домашних масок. Кстати, для сегодняшней маски хорошо подойдет и аптечный алоэ. Для сегодняшней маски возьмите 2 чайные ложки алоэ или алоэ вера. И тщательно смешайте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. В момент приготовления домашних масок не используйте металлические предметы, так чтобы не произошло окисление. Тщательно взбейте сегодняшнюю маску так, чтобы не было комочков, и все компоненты равномерно между собой распределились. Мой цвет маски слегка желтоватый, потому что я использую желатин с лимонной добавкой для желе и суфле.
На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. Если вы используете желатин крупный, то подержите слегка маску на водяной бане, так чтобы желатин разбух и слегка растворился. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Отлично смягчает кожу. Используйте витамин Е для приготовления домашних масок, также и для приема вовнутрь. Витамин Е улучшает состояние волос, ногтей и кожи. Можно использовать как масляный состав этого витамина, также можно использовать и витамин Е в капсулах. Если у вас витамин Е в капсулах, то возьмите одну капсулу. Если у вас витамин Е в масляном составе, то добавьте в сегодняшнюю маску 10 капель. И тщательно взбейте все компоненты так, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. Для достижения наилучшего эффекта наносите эту маску сразу после приготовления, так чтобы желатин не подсох. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, обычный аспирин. Размочите их водой комнатной температуры. Нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Оставьте кислотную скатку на лице еще на 2 минуты. Затем смойте водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению домашней маски. Наносите эту маску в 2 слоя. Первый слой маски очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.